var. Sakin ol. Ya bırak. Çok seviyorum seni. Nesini anlamıyorsun? Ailemi de kendimi de tehlikeye atmayacağım. Fırat'a bir şey olursa ben yaşayamam. Sakın böyle şeyler söyleme. Bu zor durumu birlikte atlatacağız. Canımdan bir parça koptu gitti sanki. Ben günahlarımın bedelini ödüyorum. Her şeyi anlatacağım çocuğum. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Приведет ли расстрел Ферата к прощению Карабеев? Как Баран накажет Джавахира? Выяснится ли, что Хасан разговаривал с Джавахиром? Почему Дилан злится на Барана? Умрет ли Ферат? Что произойдет, когда госпожа Азади все расскажет? Все это и многое другое теперь в этом видео. Когда будет объявлено, что Ферат – сын Кудрет-бея, если вы хотите, чтобы Джихан и Баран простили Ферата и позволили Хасану положить конец, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Тот факт, что на Ферата напали, когда он говорил, что ему уже очень жаль, глубоко потрясет Карабеев. Баран и Джихан показали, как сильно они любят Ферата и что они беспокоятся о том, что ему причинят вред, когда они придут, чтобы силой отвезти его в особняк. Ферат очень смущен, но когда он решит уйти, не игнорируя их настойчивость, его застрелят, что опустошит Джихана и Барана. Карабеи, услышавшие эту новость, побегут в больницу. Они все очень боятся и беспокоятся о Ферате. Таким образом, все простят Ферата и поверят, что его место теперь в особняке. Баран же знает, что это сделал Джавахир, и пойдет за ним. Баран, мобилизовавший всех своих людей на поиски Джавахира, на этот раз очень сильно его побьет, если он найдет Джавахира. Даже если Дилан не остановит Барана, он захочет убить Джавахира. Однако, чтобы малыш не остался без отца, а Дилан не расстроился, Баран, возможно, захочет совладать с собой и передать Джавахира отцу, хорошенько его замучив. Пока Баран ловит Джавахира и пытает его, Джавахир может сказать, что Хасан – его главный соучастник в этом зле. Если действия Хасана будут раскрыты, Кудрет-бей захочет убить Хасана, потому что он против инцидента с Фератом. И здесь Баран помешает Кудрет-бею и отправит его в Мардин, чтобы он не испачкал руки кровью, и запретит ему снова приближаться даже близко к особняку. Попытка Дилана Барана преследовать Джавахира очень сильно напугает Дилана, и поэтому она рассердится на него, спрашивая, как ты мог такое сделать. Беран попытается успокоить Дилан и сказать ей, что думает об их ребенке и Дилане. Он попросит Дилана Берана, который плачет и говорит, что боится, потому что он ее так любит, не оставлять ее рядом. Хоть это и сложно, но он успокоит Дилана и убедит его, что он ничего не сделает Джавахиру. Пока Ферат борется не за жизнь, а за смерть, все с нетерпением будут ждать его выхода из реанимации. В то время как Гуль расстроена тем, что если что-то случится с Фератом, я не смогу жить, Дилан сначала поддержит ее и скажет: «Не думай так, давай думать позитивно, все будет хорошо». Однако, даже если Ферат будет вести тяжелую битву, он выйдет победителем. Хотя это может быть немного трудно, он избежит смерти и начнет выздоравливать. В этот момент госпожа Азади будет очень расстроена собой, поскольку считает себя ответственной за все произошедшее. Хотя эта печаль утомляет госпожу Азади с каждым днем все больше и больше, она решает рассказать всем все после того, как Ферата застрелят. Когда госпожа Азади объявит об этом, в особняке Карабейлер воцарится хаос. Потому что в таких поступках в первую очередь будет обвинена госпожа Азади, и Барану и Джихану будет трудно с этим смириться. Однако в конце концов они поймут, что Ферат в этом не виноват. С другой стороны, Ферат будет очень жестко относиться к Азади Ханем и Хасану. Мысли Ферата о том, что нет никого, кто бы его любил, начнут приходить к концу. Поэтому он будет рад узнать, что он больше не один, что у него есть два брата и отец, который является настоящим отцом.
Неизвестно, насколько он будет полезен после этого возраста, но, по крайней мере, отныне он никогда не будет один. В этом случае она крайне рассердится на Хасана за то, через что он ее заставил, и призовет его к ответу. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.